Всем привет, ребята! Сегодня записываем не совсем обучающий ролик. Скорее всего, это будет познавательное видео, как для вас, так и для меня. Потому что раньше этим аспектом игры я практически не занимался. Сегодня мы будем улучшать питомцев с помощью меток. Так что устраивайтесь поудобнее. Обязательно поддержите ролик лайком. Это уже второе видео за сегодня. Поэтому можно смело ставить двойной лайк. Ну а мы начинаем. Как многие из вас знают, совсем недавно я получил VIP 12 уровня. Честно говоря, отдельное видео на эту тему снимать особого смысла я не вижу. До глобуса я в ближайшее время все равно не доберусь. Марш Метеора мне тоже в ближайшее время не светит. Но главное преимущество VIP 12 уровня для меня совершенно в другом. Кто-то предпочитает тратить алмазы раньше, не дожидаясь максимального уровня VIP. Я же решил идти более долгим путем и все-таки получил VIP 12 уровень. И сегодня хочу воспользоваться одной из его главных возможностей. Теперь для меня практически исчез дефицит алмазов. Я могу свободно использовать накопленные алмазы, покупать предметы в различных магазинах, приобретать полезные ресурсы за алмазы и, конечно же, покупать метки питомцев. Как вы знаете, существует два вида меток. Это обычная дикая метка и продвинутая дикая метка. Продвинутые метки добывать значительно сложнее. Уже чуть меньше, чем год назад в игре появилось мероприятие «Метки выстрел», где за прохождение этапов можно получать такие метки. Помимо этого, каждую неделю их можно получать в VIP-магазине. Лично я всегда забираю две доступные метки каждую неделю. Иногда они встречаются и в других игровых событиях, но сегодня использовать мы их с вами не будем. Сегодня мы будем работать исключительно с обычными метками, которые продаются в магазине за 500 алмазов. Помимо этого, мы с вами еще можем получать за приключения питомцев, участие в фортах и в прочих игровых механиках. Для сегодняшнего теста у нас подготовлено 2485 обычных меток, которые мы полностью используем. Почему раньше не снимал подобный ролик? Все просто. У меня никогда не было достаточной возможности и информации по этой теме. Сегодняшнее видео именно тест. Мы будем проверять первую тактику, которую мне подсказали ребята из нашего телеграм-чата. И отдельное спасибо Грегу за помощь и советы. Как вы знаете, существует 5 уровней качества улучшений. Это обычный, необычный, редкий, великий и мифический. У каждого питомца свои характеристики. Более ранние питомцы имеют меньшие показатели, поэтому прокачиваются значительно проще. А вот новые питомцы требуют гораздо больше обычных меток для получения улучшенных характеристик. Что касается продвинутых диких меток, опытные игроки советуют использовать их только начиная с фиолетового, то есть великого уровня. До этого момента тратить их просто нет смысла. На данный момент все мои питомцы находятся на редком уровне, как вы сейчас видите на экране. Питомцев я раньше не донатил, бюджет этого не позволял. Но теперь благодаря VIP 12 уровню появилась возможность постепенно заняться их полноценной прокачкой. Если говорить о порядке улучшения, то я бы рекомендовал двигаться от самых новых питомцев к самым старым. Самый новый питомец на сегодняшний день – это Морозный Хамелеон. Его было сложнее всего довести до текущих показателей. Старых питомцев прокачивать значительно проще. До редкого уровня можно спокойно пользоваться функцией автоулучшения. Система сама сравнивает результаты и автоматически оставляет только лучшие характеристики, поэтому особых тактик тут нет. А вот начиная с редкого уровня, синего, я заметил очень интересную закономерность. Пару месяцев назад, во время мероприятия «Король Ледяного поля», у меня была серьезная конкуренция. Я решил использовать около 50 накопленных меток на одном питомце. Все это делал через автоулучшение. И знаете, какой оказался результат? Ноль. Абсолютно ни одного улучшения с помощью обычных диких меток. Получается, все 50 меток просто исчезли, без какого-либо результата. Именно тогда я задумался о том, что рано или поздно получу VIP 12 уровень, и мне все равно придется серьезно заниматься питомцами. Поэтому я начал искать информацию, изучать разные подходы и общаться с опытными игроками. На сегодняшний день существует несколько различных тактик улучшения питомцев. И сегодня мы вместе проверим одну из них на практике и посмотрим, насколько она действительно эффективна. Хочу сразу сказать одну важную вещь. Я не знаю, насколько эта тактика окажется эффективной. Правильно она или нет, тоже не могу утверждать. Поэтому в первую очередь буду ждать ваших комментариев. Если у вас есть собственный опыт или более удачная стратегия, обязательно напишите о ней. Вполне возможно, что в следующих роликах мы протестируем именно ваш вариант. Сегодня же мы будем проверять следующую тактику. Как вы знаете, из 6 характеристик питомца нас интересует только 3. Это здоровье пехоты, смертоносность копейщиков и смертоносность стрелков. Суть метода заключается в следующем. Наша задача вручную улучшать характеристики по одной. При этом нас не интересует общий результат, который показывает метка. Мы смотрим только на конкретный показатель. Например, сначала работаем исключительно со здоровьем пехоты. Наша цель дождаться положительного значения именно на этой характеристике.
и постепенно довести ее до великого, фиолетового уровня, то есть до значения 22,35. Как только показатель достигает великого уровня, происходит самое интересное. Даже если при следующих попытках на нем выпадает отрицательное значение, оно уже не опустится до редкого уровня. Поэтому после этого можно спокойно перестать обращать внимание на здоровье пехоты и перейти к следующей характеристике. Следующим будем улучшать смертоносность копейщиков. Здесь принцип абсолютно такой же. Ищем только положительные значения именно на этой характеристике и постепенно доводим ее до великого уровня. После этого аналогичным способом будем улучшать смертоносность стрелков. Если моих 2485 обычных меток хватит, чтобы перевести все эти три характеристики на великий уровень, то дальше уже будем смотреть по ситуации. Либо продолжим улучшать оставшиеся характеристики этого же питомца, а именно смертоносность пехоты, здоровье копейщиков и здоровье стрелков, либо перейдем к следующему питомцу. Честно говоря, хватит ли мне такого количества меток, я не знаю. Именно поэтому этот ролик и является экспериментом. Сразу предупреждаю, видео получится довольно-таки длинным. Все придется делать вручную. Каждую из 2485 меток нужно будет нажимать самостоятельно. Поэтому процесс займет немало времени. Если по ходу теста будут какие-то интересные наблюдения или важные выводы, я обязательно буду их озвучивать, либо озвучу их уже после улучшения. Основную часть процесса я, скорее всего, ускорю, чтобы не затягивать ролик. Если хотите внимательно разобраться в механике, всегда сможете поставить видео на минимальную скорость и спокойно посмотреть, как все работает. Кстати, также мне предлагали альтернативную тактику. Ее смысл в том, что одновременно отслеживаются три основные характеристики. Если после использования одной метки суммарный результат по ним оказывается положительным, сохраняем улучшение. Если итог отрицательный, просто используем следующую метку и повторяем процесс. Но как мне кажется, в таком случае ролик растянется на несколько часов. Поэтому сегодня я, скорее всего, буду проводить улучшения с ускорением X5. Ну а теперь обязательно поддержите ролик лайком. Очень надеюсь, что 2485 обычных диких меток окажется достаточно хотя бы для того, чтобы перевести три основные характеристики на великий уровень. А вы уже сможете сделать собственные выводы и понять, насколько эта стратегия вообще имеет смысл. Сегодня мы с вами будем делать тесты на снежном примате. И начнем мы с вами с показателя смертоносности стрелков, так как она чуток выше, чем все остальные показатели. А затем уже вернемся к здоровью пехоты и смертоносности копейщиков. Ну что, ребята, надеюсь, заряда моего телефона хватит для этого. Погнали! Для улучшения первого показателя, который у меня был прокачан немного выше остальных, я потратил 256 меток. Честно говоря, занятие довольно-таки нудное, но выбора нет. Продолжаем улучшать питомца. Следующим делом займемся здоровьем пехоты. Надеюсь, механика вам всем ясна. Погнали дальше.
307 у нас вышло меток для того, чтобы улучшить показатель здоровья пехоты до великого уровня. Теперь давайте перейдем к следующему показателю – смертоносность копейщиков. Для повышения показателей смертоносности копейщиков нам с вами пришлось потратить 272 обычные метки. Дальше, если честно, продолжать тесты в разрезе этого питомца я уже не вижу особого смысла. Под конец я начал немного ошибаться, да и времени на это все ушло очень много. К тому же телефон уже практически разрядился. Но самое главное, мы выяснили, что эта тактика действительно работает. В среднем на повышение одного показателя требуется около 300 обычных меток, если брать питомца такого формата с процентными показателями. А значит, начальных питомцев можно будет улучшить на великий уровень куда быстрее. А вот что делать дальше? Здесь уже хочу спросить вашего совета. До рестарта у меня есть еще время, и я смогу продолжить использовать метки. Как вы считаете, что будет правильнее? Дальше улучшать смертоносность пехоты, здоровье копейщиков и здоровье стрелков, примату? Или же переходить к следующему питомцу, допустим, к начальному? Ребята, очень надеюсь, что этот ролик вам понравился. Для меня это был действительно интересный формат. Благодаря этому тесту я понял, как лучше развивать питомцев в разрезе меток. И теперь могу сказать, что на питомца с такими же процентными характеристиками для повышения всех показателей с редкого до великого уровня понадобится около 1800 обычных меток. А вот сколько потребуется меток с великого на мифический уровень, это уже совсем другая история. Если видео оказалось полезным, обязательно поддержите его лайком. Это лучшая мотивация продолжать делать подобные эксперименты. И, конечно же, обязательно напишите в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. Переходили бы к следующему питомцу или продолжили прокачивать этого. Также поделитесь своими фишками и тактиками. Возможно, именно ваш совет мы проверим в одном из следующих роликов. Не исключаю, что позже протестируем эту тактику, о которой я говорил ранее, с одновременной прокачкой 3 характеристик. Но это займет еще больше времени, поэтому оставим ее на будущее. Ну а последние 3 показателя я уже не буду прокачивать вместе с вами. Мы и так получили нужные цифры и поняли, как работает эта система. Спасибо всем огромное за просмотр, жду ваши комментарии, советы и идеи. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если еще этого не сделали. Увидимся уже в следующих обучающих роликах. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.